Добрый день, уважаемые друзья, с вами Одессит на кухне. Добро пожаловать на нашу уютную одесскую кухню. Друзья, мы сегодня готовим одну из самых любимых колбас одесситов. И я думаю, не только одесситов. Мы будем сегодня готовить сыровяленую брауншвейгскую колбасу. И для этого нам понадобятся вот такие вот продукты. Друзья, посмотрите, их немного, но они вкусные уже. Давайте с большой тарелочки начнем посередине. Здесь у меня говядина, свинина, шпик в кулечке я поставил. Почему? Пока он будет позже нам нужен, расскажу. Дальше давайте по кругу. Нитритная соль по специям. Черный перец, сладкая паприка. Специи специально с магазина взял для брауншвейгской колбасы в колбасном магазине. Сахар, имбирь. Коллагеновая оболочка нужна будет и 50 грамм коньячку, ребята. Все, весь набор, который перед вами нам нужен. Сейчас раздвину, ребята, и как всегда вместе с вами начнем готовить эту брауншвейгскую сыровяленую колбасу. Увидимся, друзья. Ребятки, посмотрите, свининка у меня уже нарезанная. Я сегодня купил вот такими маленькими кусочками, как раз удобно у меня уже нарезано. Так же самое я сейчас режу. Ребята, вот свининка нарезанная. Просто показываю, что она нарезанная, друзья. Все. И жирочек есть, все есть такая. И так же самое я режу сейчас говядинку нашу. Ребята, все количество веса. Здесь у меня чуть больше килограмма всего продукта. Сразу скажу, сейчас мы будем, вернусь, порежу и расскажу, как мы будем просаливать это мясо с расчетом от чего. Все, ребята, перерезаем меленькими кусочками. Меленькими кусочками перерезаю. И дальше буду рассказывать, как готовим. Сейчас режем говядинку. Увидимся, друзья. Красота какая, посмотрите. Ребята, разложил уже в мисочке, нарезал. Покажется, что вот говядинки меньше, чем свинины. Наоборот, здесь говядины у меня где-то 450 грамм, свинины 300 грамм. Видите, насколько легче немножко свинина, чем говядина. Тоже по соотношению, так, по визуальному. Ребята, по соли тоже распишу сколько. Но здесь мы разделяем соль из расчета, почему я там напишу вам. Из расчета это вместе со шпиком. Шпик не солится, сало, которое мы будем тоже резать потом. Солится только мясо, шпик не солится. Но расчет на шпик здесь уже в мясе соли, ребятки. Немножечко больше я высыпаю на говядину. Всегда так делается. Говядина чуть больше высыпаю соли. На свинину чуть меньше соли высыпаю. Вот так вот. Немножечко стряхиваю. Чуть больше на говядинку. На свинину чуть меньше. Все, ребятки. И все это я перемешиваю. И отправляю в холодильник. Сейчас перемешаю и расскажу, насколько отправляю в холодильник. Увидимся, друзья. Ребятки, все, перемешал, посмотрите, говядинка сразу немножко потемнела, реакция уже есть нитритной соли, она всегда темнеет, это нормально. Свинина будет более розовее, но внутри будет и то, и другое красивое мясо, когда оно просолится. Ребятки, в холодильнике отправляю на 5-7 дней солиться в разные баночки в этот раз. То есть свинина отдельно, говядина отдельно. Специи я, как всегда, пересыпал в свою любимую баночку все воедино, закрою, они будут ждать. Сало уже в морозилке у меня. Ну, в общем-то, все остальное, шкурку я убрал, я имею в виду коллагеновую оболочку убрал, которую мы потом будем фаршировать и заполнять нашу колбасу. Все, ребятки, через 5-7 дней увидимся. Пока мы отправляем в холодильник при температуре 3-5 градусов просаливаться мясо. До встречи. Ребята, и пока наше мяско для колбасы сыровяленой брауншвейгской просаливается в холодильнике, традиционно юмор, анекдотик от Одессита на кухне. Друзья, как говорят у нас в фитнес-клубе, завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин закажи своему фитнес-тренеру. Ребята, и что, мы продолжаем готовить нашу брауншвейгскую колбасу. И перед тем, как достать мясо, ребята, пусть оно еще будет в холодильнике,
мы замаринуем, как я говорю, наши специи. То есть можно прожечь их на огне. Я этого не делал. Я просто заливаю крепким алкоголем. Это коньяк у меня, ребята. Эти специи заливаю вот так вот коньячком. 50 грамм коньячка достаточно. Вот забурлил, процесс пошел. Можете подойти посмотреть. Видите, бульбочки идут. Как раз все, что есть, какие-то микробы, какие-то, может быть, еще что-то. Оно все вот это. И, ребята, размешиваем, чтобы они пропитались, набухли, как я говорю, как желатин. То есть размешиваем все наши специи. Напоминаю, все будет в описании видео, сколько чего, сколько грамм, как вы любите. Буду стараться делать, но не на все продукты, потому что некоторые блюда одесской кухни не поддаются калькуляции, потому что вы знаете, что мы готовим на целую свадьбу, на соседей в Одессе. И, может быть, даже на случайных знакомых, которые зайдут к нам. Все, ребятки, все, перемешал специи. И вот у меня есть такая крышечка, я закрываю просто, пусть они пропитаются, крышечкой оставляю в сторону. Сейчас вернусь к вам, покажу, что мы будем делать дальше. Ребятки, сало должно быть замороженное. Вот я отрываю кусочки замороженного и начинаю резать, ребята, меленьким кубиком. Перерезаю меленьким кубиком. Все. Вот беру и перерезаю вот таким вот кубиком. И отправляю, опять же, ребята, в морозилку его. Если оно подтаивает, то есть нарезанное, я буду отправлять в морозилочку, чтобы оно подмерзло. Все, я подготовил мысочку. Вернусь к вам, когда перережу все сало. Граммовку тоже в описании видео я укажу. Вот таким разным кубиком я отправляю в миску. Все, продолжаю отрывать, отрезать. Вот оторвал кусочек от замороженного, продолжаю резать. Произвольными иногда кусочками. Небольшим кубиком, в среднем. Ребятки, все, нарезали сало. Вот таким кубиком отправляем его пока в морозилку. А этим временем займемся мясом, друзья. Специи наши настаиваются в коньяке. Увидимся, друзья. Ребятки, вот достал наше мясо с баночек, как я всегда мариную в баночках наше мясо, ребятки. Вот такая красота, это свининка, это говядина, то, что с говядиной чуть потемнело, это нормально, значит нитритная соль начала работать, свининка розовенькая, вообще красивенькая. Ребята, одеваем самую мелкую решеточку, которая у вас, и начинаем пропускать мясо через и то, и другое. Говядину сначала, потом свинину пропускаем быстро через мясорубку, чтобы фарш не остыл. Я вот специально достал, сейчас буду очень быстро это делать, чтобы вам не жужжать, ребята, на секундочку. Отключит оператор камеру. Ребята, используем коллагеновую оболочку. Я уже ее нарезал так порционно себе. Вы моете длиннее, как вам удобно. Мне удобнее будет потом вакуум ее вот такими. Ребята, наливаем водички градусов 25-30. Несколько. И замачиваем нашу шкурочку водички. Оболочку. О, вот так вот прямо все. Опускаем. Пусть где-то минут 8-10, ребята. Пусть она помокнет. Все, только вот так вот. Видите, по одной я забрасываю, чтобы везде была водичка, прошла. Все. Подготовьте веревочку. Опять же, вот уже у нас. Я буду через мясорубку это делать. Сейчас вернусь к вам. А пока мы замешаем наш фарш. Как раз у нас есть время. Вот, промолол, кстати, сразу говядинку, свининку. Сейчас достаю из холодильника сало наше и покажу, что мы будем делать дальше. Ребята, в первую очередь до сала мы должны ввести специи и перемешать их. Почему? Потому что сало должно быть у нас как в колбасе беленькое. Если мы будем перемешивать со специями, оно станет у нас серое. То есть в первую очередь вот мы перемешиваем. Размешал коньяк, все сюда отправляем, полностью все специи, друзья. Отправляю. Все, и перемешиваю тщательно со специями наше мясо, свинину, говядину. Друзья, начинаю перемешивать, полностью дружить. Все, увидимся, когда я перемешаю, ребятки. Хорошо вымешивайте, чтобы они полностью между собой все подружились. Свининка, говядина и, конечно, аромат нашей специи. Ребятки, все, замесил хорошо фарш. Фарш замешивал ложкой, ребята, чтобы не нагревать его полностью. Он такой вязкий, жесткий. Устала рука у меня, но ничего страшного.
Вот у нас получился вот такой вязкий фарш, ребята, видите? Со специями, с коньячком нашим совсем. Все, отправляем в этот фарш наше замороженное сало, ребята. Вот прямо беру вашей любимой рукой, оба, и отправляю сюда. Вот так вот. Во. Все сало сюда отправляю. Граммовка, я же говорю, будет у вас в описании видео. Все, друзья. То же самое, сейчас я дружу сало уже с мясом, перемешиваю потихонечку. Все сало с мясом надо перемешать, чтобы оно было равномерно везде. Потихонечку вот так вот перемешиваю. Тоже ложкой, друзья. Все, перемешаю, увидимся, покажу, что у меня получилось. Все, подружил сало, видите, оно беленькое, почему специи, мясо забрало специи, все забрало, сало беленькое остается, вот почему в последнюю очередь мы его отправляем. Все, ребята, готовлю шкурочку, этим самым насадочку на мясорубку, и сейчас будем зафаршировать нашу оболочку. Расскажу как, потому что это очень важно. Ребята, отжал нашу оболочку. Здесь с одного края хорошо завязал в два раза, чтобы она не развязалась. Ребята, что самое главное, вот эту колбасу нужно надевать максимально плотно, ребята. То есть почти что вот, чтобы она аж как вот в натяжку, то есть оболочка не должно быть пустот, не должно быть там мягкости, максимально плотненько. То есть придерживаю, ребята, чтобы не жужжать, сейчас покажу начало. Вот процесс пошел, я держу и набиваю. Все, ребята, забью все колбасы, вернусь к вам. Ребята, посмотрите, что у нас получилось. Плотненько, ребята, очень плотненько забитая колбаса. Давайте покручу. Оп. Для вас вот такая вот красота. Ребятки, не прокалывайте, ни в коем случае не прокалывайте эту шкурку, даже если есть где-то немножко воздуха. Сейчас мы отправляем на сутки на расстоечку в холодильник. Ребята, вот такая вот у меня мысочка есть. Я сюда отправляю ее. И у нас получается на 24 часа где-то раза 4-6 нужно ее будет развернуть по кругу. То есть разворачиваете. И дальше продолжает она растаиваться в холодильнике, чтобы оно все подружилось, специи полностью. Именно при температуре где-то до 5 градусов, ребятки. Все, ребятки, вот наша колбаса выстоялась уже в холодильнике, хорошо, трогаем тверденько. Сейчас вот влажность с нее я вытираю салфеточками, ребята, промакиваю ее полностью. И отправляю где-то на градусов 5-10 вялится в помещение, вот подвал, можно на стенке холодильника это делать. Я думаю, где-то на недели 3, чтобы она хорошо у нас завялилась. Увидимся через 3 недели. И наконец-то, посмотрите, 6 недель, 6 недель брауншвейгская колбаса готова. Делаем разрез. Посмотрите, друзья, какая красота. Это специи, ребятки. Просто шикарно. Режу и будем вместе с вами пробовать. Сфотографирую, вернусь. Все, фотография есть. Несколько разрезов вы видите. Будем пробовать. Давайте сразу. Оп. О, еще один разрез упал. Кстати, чтобы видно. В разных вариациях разреза. Оп. Падает вот так вот. И вот кусочек, который мы будем пробовать. Со всех сторон. Кстати, что у нас по шкурке? Как всегда. Как работает, отстает, не устает шкурочка. Давайте посмотрим.
в этой колбасе. Оп. Ребята, все хорошо. Шкурочка уходит, при том же не цепляя сильно колбасу. Могу сказать, чуть-чуть, может быть, где-то на каких... Ну, нельзя сказать, что цепляет, это на изгибах. Ничего на шкурочке у нас нет. Вот шкурочка перед вами. Ну что ж. Аромат вообще, ребятки. Ну что, пробуем. Аромат специй. Вкус. Хорошо. Нехорошо, наверное, вкусно провяленные шведской колбасы. Да, очень-очень хлебушек, колбаска, горячий чаечек. И еще аромат будет побольше раскроется при теплом горячем чае. Аж слюни текут, ребята. Такой в голове подумал, какой у меня завтра будет завтрак. Колбаска брошенская с горячим чаечком. Закачаться можно. Для вас сделал эту колбасу одессит на кухне. С пальчиками, с колокольчиками разбирайтесь, друзей, приглашайте знакомых, родственников на канал. Дальше мы будем заниматься и колбасным делом, и сладким делом, и, конечно, готовить для вас легкие и сложные блюда из одесской кухни. Люблю, целую, обнимаю. Вам и вашим семьям всего самого хорошего, добра, мира, позитива, здоровья. До скорых встреч, друзья. Пока.